Так, нарезал ленту. Использовать можно, но не целесообразно. Лучше все вот эти влажные мокрые помещения сразу делать вот такой трап с сухим затвором. Ну вот, принцип вот такой. То есть что мы получаем? Лента дальше прикладывается. С вами вырезаем. Хлоп. И вот что получается. Раз. И отверстие у нас готовое. Всем привет, господа! Сейчас занимаюсь тем, что собираю душевую кабину из кирпича, из блока. И хочу вам показать некоторые нюансы в этой работе. И, к сожалению, не могу показать вам каждый этап работ, потому что он довольно-таки длительный, много времени уходит на эту съемку. Но постараюсь вкратце и максимально объемно и информативно вам рассказать, что я делаю и для чего я это делаю. Начнем с того, что данный санузел и вообще стараюсь все санузлы делать из материалов на цементной основе. Перегородку я выложил из 120-го блока керамзитобетон. Здесь полы поднимал уже из красного кирпича. Возможности утопить трап за-подлицо с полом здесь не было. Но, в общем, коммуникации выведены были так. Я и так их уже вштрабливал туда, сантиметров 15-20 я выбивал пол, чтобы как можно ниже опустить трап. Еще обратите внимание на данный трап. То есть я взял длинный трап вот такой вот. И обычно я заказчикам всем рекомендую его брать. Дабы не делать, потом не разрезать в 4 плоскостях плитку, делать уклоны. Если, допустим, маленький трап берут в центре, где-то хотят поставить, то есть вы учитываете то, что сколько дополнительной работы. Вам нужно сделать 4 уклона в центр, чтобы сливалось все в центр. То есть, соответственно, и плитку конвертами резать. Все это, во-первых, долго, трудоемко и не очень, наверное, будет это все красиво смотреться, когда у вас плитка вот так вот будет порезана. Здесь можно было, конечно, еще выбирать еще пошире трап. Ну, он, в принципе, и так. С каждой стороны по 5 сантиметров остается, но водичка все равно будет стекать. Сам смысл в том, что у вас уклон будет только в одну сторону. Вот он к стене. Уклончик вы делаете 5 миллиметров до сантиметра, больше не нужно. Вот уже у меня маяки стоят, сейчас я стяжку залью и уже будет все готово. Элементарно он монтируется, вот я сейчас фоточку вам вставлю. Вот такой трап с сухим затвором. Здесь это все, конечно, уберется, какой-то мусор здесь остался. Ну вот, принцип вот такой. То есть что мы получаем? Мы просто подойдем к нему плиточкой и все. С той стороны, вот допустим, для примера возьму вам 7. Здесь не такая плитка будет, но по толщине такая. То есть плитка стеновая станет вот так. Эти все примыкания, все это отсиликонится по периметру. То есть со стены сразу будет сливаться уже в трап. А здесь с пола один уклон. Ну, думаю, принцип понятен. Стенку я вот эту заштукатурил уже по маякам. Перегородочку. Здесь тоже будет стяжка цементная. Все будет из цементных материалов сделано. И сверху, еще немаловажно, все это потом, когда высохнет, где-то через недельку, все это дальше будет обрабатываться вот гидроизоляцией. Вот такая гидроизоляция SL51. Не первый день я работаю. Хорошая гидроизоляция, вопросов нет. Такая желтенького цвета, кто не знает. Вот. Все примыкания обязательно буду проклеивать специальной лентой. Лента это не от этой фирмы, лента от КНАФ, гидроизоляционная, господи. Вот что она из себя представляет. Вот такая ленточка, типа мембранка вот такая. Она достаточно тонкая. Не надо бояться, то, что у вас там якобы слой дает. Нет, ничего не дает. Но еще по ее укладке тоже есть один момент, который нужно вам учитывать. Ну, по примыканиям, как это буду делать я. Допустим, первое примыкание я вот это проклею, то есть на стену заведу и туда на пол заверну. Потом следующую, получается, как у меня вот слив идет в ту сторону. Следующую вот эту стенку я проклею. Потом вот эту. Причем внахлёст на вот эту ленту. Со стены нахлёстом пойдет на этот угол. И все получается у нас правильно все оформлено. Правильно у нас нахлёсты сделаны. И вода никаким образом не затечет в какие-то трещинки. Для чего это делается? Потому что, во-первых, это старый дом, не совсем хороший фундамент. Вот стены даже поштукатурены были там где-то год назад примерно. Мы их штукатурили, всю эту черновуху делали. Вот она высохла, но пройти, если посмотреть, трещины дом дает.
Вот, блин, сейчас попробую макросъемочку вам сделать. Вот это внутренний угол. Причем при всем при том, что все мы здесь армировали сеткой металлической. На углы тоже была мягкая сетка завернута. То есть все сделано по сетке, максимально все было сделано правильно. Но на швах все равно, на углах вот такие микротрещины все равно есть. То же самое будет и здесь. Поэтому во избежание того, чтобы водичка туда не попала и не стало у вас там все это плеснеть и разрушаться с годами, желательно все проклеивать лентой. Лента это клеится будет, то есть на вот эту же гидроизоляцию. Намазали гидроизоляцию, приложили ленту и сверху опять все это прошли этой же гидроизоляцией. Все максимально просто. Но лента клеится уже в последнюю очередь. По поводу материалов на гипсовом основании. В принципе, я не говорю, что нельзя их использовать. Да, используют люди ту же самую гипсовую штукатурку можно здесь использовать. Здесь можно газоблок положить вместо вот этого керамзитобетона. Но смысл в том, что потом все это помещение, все это полностью помещение нужно очень качественно пройти и заделать гидроизоляцией, чтобы вообще не дать никакого шанса пару, воде попасть в это основание, потому что гипс начнет разрушаться. Использовать можно, но нецелесообразно. Лучше все вот эти влажные мокрые помещения сразу делать цементными составами, и вы тогда уйдете от этих всех лишних затрат и проблем в будущем. Итак, нарезал ленту. Как вам здесь показывать, места мне здесь совсем мало. На 4 куска получается. Можно было не разрезать полностью, как это делается. Только вот здесь вот эта часть надрезается и лента заворачивается. Но так как она у меня в разных уровнях стоит, из-за вот слива, скажем так, и здесь у меня бордюрчик небольшой, поэтому мне пришлось на 4 части ее порезать. Вот. Но здесь не страшно. Допустим, вот этот стык, вот этот разрезанный, он перекроется потом вот этой лентой, которая здесь угловая пойдет сверху, она внахлёст станет и перекроет вот эту разрезанную вот эту ленту нашу. Резал я, ой господи, вот обычными ножницами просто порезали, можете ножом, просто ножницами мне удобнее. Сейчас немножко вот помучаюсь с этой частью, чтобы ее туда заправить. И дальше вам покажу на более ровном участке, как она клеится. Здесь тоже все очень легко. Берем нашу гидроизоляцию и пожирнее просто наносим ее вот сюда, вместо нашего приклеивания ленты. По поводу вот этих вот стыков всех, то есть обязательный там, допустим, правильный нахлест или неправильный нахлест. Но я вам так скажу, это же не водосточная система, да, где важно нахлест какой ты делаешь по уровню наклона. Здесь, как бы, в принципе, она вся приклеивается, поэтому не страшно, если вы какую-то часть одну на вторую наклеите. То есть я имею в виду вот этот нахлест, я считаю, что не обязательно прямо его соблюдать, хотя я соблюдаю правильно. У меня уклон в эту сторону, здесь правильно у меня нахлест, с этой стороны правильный нахлест. Ну, якобы, чтобы вода там не затекала куда-то. Но она и так не будет затекать, потому что у вас все здесь промазано, проклеено гидроизоляцией плюс гидроизоляционной лентой. Поэтому я думаю, что переживать здесь вообще ни за что не стоит по этому поводу. Лента дальше прикладывается буквами, то есть названием к верхней части, к нам, скажем так, к лицевой стороне. Вот буковки КНАУФ. Да и другие ленты все, в принципе, также сделаны по такому же принципу, что вот этой маркой, фирмой. Вот здесь у нас есть центральная полосочка, ну и, соответственно, вот по ней надо выставить угол. Это будет вот центр наш. Шпательком просто примазываем, формируем, вот, утапливаем сюда уголок хорошенечко. Все проглаживаем. Все, ребята, то есть проблем у вас здесь вообще никаких нет. Тут единственная проблема только цена материала, и все. А по работе сложностей абсолютно никаких нет. Обязательно, то есть, накладываем с излишком гидроизоляцию, чтобы вам точно ее хватило, чтобы лента нигде не пузырилась в будущем. 100%, что вот лучше клей лишний, точнее лишняя гидроизоляция, она выдавится. Поэтому вот этот момент не экономьте, не забывайте. Чуть больше накладывайте, прям с избытком.
не дожидаясь, пока это все дело у нас высохнет, мы наносим первый слой гидроизоляции по стенам. Именно вот в нашей мокрой зоне. Так, первый слой я буду наносить кисточкой, можно валиком, но здесь я решил кисточкой. И тоже, чтобы вы не ждали, пока я прям все это сделаю. Вот смотрите, во-первых, кисточкой я хорошо втираю ее, штукатурку, чтобы песчиночки там у нас всякие глубокие, чтобы туда она хорошо проникала. Второй слой я вам показывать уже не буду, в принципе, все аналогично. Вот мы наносим первый слой. Единственное, какой здесь нюанс, на который я хочу обратить внимание. Первый слой я, допустим, буду наносить вот в горизонтальном направлении, вот так, кисточкой. А когда уже высохнет, там через 2-3 часа, или на следующий день, тут, в принципе, как хотите, я уже буду наносить вертикально. То есть вот в таком направлении. Запомнили? Или наоборот, то есть в двух направлениях. Первый раз вот так наносим, второй раз вот так. Подошли вот, ребятки, к водорозеткам. Берем с той же ленты. Ну, есть готовые такие элементы, а можно с той же ленты. Вот так вот ее берем, отрезаем сантиметров 10, складываем ее вот так вот пополам, еще раз пополам. Только аккуратно надо стараться это все делать. Вот, конвертик такой сложили. И вот так, в зависимости от диаметра, ну, можно прям вообще четко отметить. Ну, я уже это делаю на глаз. И вот такой вот мы полукруг с вами вырезаем. Хлоп. И вот что получается. Раз. И отверстие у нас готовое. Кто-то себе на заметочку возьмет. Вот, взяли, сложили и отрезаем. Ну, лучше, конечно, меряйте, потому что с глазомером не у всех всегда все хорошо, поэтому померить лишним не будет. Раз, и вырезаем. Вот раз, отверстие получилось. Да, тут вот до розетки надо все это, конечно, желательно прям идеально хорошо в одну плоскость все выравнивать. Штукатуре, то просто уже до розетки потом после штукатурки ставили и так замазали абы как, то есть плоскости нет, поэтому мне приходится вот сюда много сейчас гидроизоляции накладывать, дабы все это проклеилось хорошенько и пустот там не было. Так, пробки потом выкрутятся, за это не переживайте, да, ну как бы склеит их, но все это спокойно потом выкрутится. Так, вот у нас одна, вот вторая. Так, здесь прям хорошо надо проклеить ее. Здесь уже, извиняюсь, конечно, буду пальцами на ощупь, потому что хоть прощупать, где там пустоты, где нет. Надо это все хорошенько туда загнать. Блин. Ну, руки это акриловая гидроизоляция, поэтому легко у вас смоется. На самом деле я просто как бы без подготовки совсем, вот только сейчас заметил этот момент и решил вам показать, как можно сделать гидроизоляцию вот этих вот отверстий всех. Да, ну конечно, старайтесь такого не допускать. Вот эти места все сразу штукатуривайте, выравнивайте, чтобы они ровные были. Иначе потом плохо будет вам приклеивать ленту. Ну да, не как в лучших домах Лондона, но нам главное, чтобы это было эффективно. А красиво, некрасиво, это уже, как говорится, другой вопрос. Оно все это заклеится плиткой, потом ничего видно не будет. Но этот момент я, конечно, немножко, вот честно скажу, упустил, совсем упустил. Нужно было это все, конечно, оштукатурить в одну плоскость. Сразу ровненько сделать, тогда бы не было таких проблем у меня. После первого слоя вот что у нас должно получиться. Примерно вот такая картина. Не очень все, конечно, красиво, эстетично.
Ну ничего страшного. Я же говорю, главное, чтобы это было результативно. Не забывайте заклеивать трап, его вот эту верхнюю часть видную. Весь этот металл нужно заклеить, иначе потом будете чистить, поцарапаете. В общем, все это будет очень некрасиво. Все, сейчас ждем, пока высыхает. Проходим еще раз вторым слоем гидроизоляции и можем уже приступать к укладке плитки. Перед нанесением гидроизоляции, вот кому интересно, я использовал вот такую грунтовку Т-17. Сначала прогрунтовал всю поверхность, а потом уже начал наносить, то есть клеить ленту и наносить гидроизоляцию. Далее я буду клеить плитку вот на такой клей с М14 от Ceresit. Клей да, уже проверенный. И, кстати, именно после этой гидроизоляции и этого клея мне как-то приходилось отбивать плитку. Нужно было переложить там в одном месте. И, в общем, вырывалось прям, то есть этот клей, он въедался каким-то образом через гидроизоляцию. Все это прям со штукатурным слоем, то есть отрывалось. То есть в этой связке, эта связка, то есть такой клей, такая гидроизоляция. Все это очень прочно и хорошо держит и работает. Для кого видео было полезным, как всегда, ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.